Дорогие друзья, вышла книга о Димаше с названием «Дневник Дирс». Это второй сборник стихов и рисунков Дирс всего мира, посвятивших свое творчество Димашу Кудайбергену. Авторы Юлия Селиванова и Алиса Каплунова. Юлия и Алиса, неиссякаемый родник творчества, это гордость фандома Димаша. С замечательными стихами Юлии и Алисы вы можете ознакомиться в инстаграме по ссылке, которая находится в описании под видео. Мы с вами поделимся историей Юлии Селивановой. Дирс из Караганды, которая превратила свою любовь к Димашу в творчество. И вот уже на протяжении 5 лет она пишет стихи. Вы захотели бы иметь такую настольную книгу у себя? Как это сделать, вы можете узнать об этом у автора, написав Юлии Селивановой сообщение в инстаграм. Стихов набралось на целых 3 книги. Одну книгу она уже выпустила ранее и подарила блогерам «Эхо Петербурга», которые озвучивали сборник стихов Юлии в своем эфире. Юлия Селиванова. И подойти б, да ноги не идут, а кликнуть бы, да мой язык немеет. Ты мой капкан, наркотик, абсолют, но я о том сказать тебе не смею. Ты рядом, только не достать рукой. Довольствуешь лишь песен исполнением. Я впитываю светлый образ твой, и перед ним стою в благоговении. Твой голос для души моей причал, и музыка божественная льется. Она сейчас начало всех начал, огонь и твердь, вода, луна и солнце. Но как мне выразить свою любовь к тебе, когда я не могу сказать ни слова? И, находясь в 100-тысячной толпе, я от восторга замираю снова. И лишь когда свет рамп давно погас, став пеплом сожаления под ногами, застыло время и упущен шанс, а следующий предвидится едва ли. Юля размещала свои стихи в инстаграме не только на свою страницу, но и на официальную страницу Димаша. Заметила ее поэзию пиар-менеджер Назым Жангазинова, пресс-секретарь Димаша. Назым обратила внимание на эти чудесные стихи и взяла интервью у Юлии, которое вы можете посмотреть по предложенной ссылке также в описании под видео. Юлия рассказала о своем первом знакомстве с творчеством Димаша, о том, откуда она берет вдохновение. Юлия познакомилась с творчеством Димаша в 2017 году. Вот что она сообщает в интервью. «Я никогда не интересовалась современной эстрадой, слушала классическую музыку, зарубежных исполнителей прошлого века. Мне нравились композиции группы Queen, Элвиса Пресли, Эдит Пиаф, Майкла Джексона и другие. Но в 2017 году все чаще мне стало попадаться имя Димаша. Причем только в восторженном ключе. Я тогда спросила у старшей дочери, что она о нем знает. Дочь тогда мне сказала: «Мам, а ты найди в YouTube конкурс I'm Singer и послушай, но начни с первого тура». После этой песни я написала свое первое стихотворение о Димаше. В творчестве Димаша соединяются совсем несочетаемые направления в музыкальном искусстве. Именно благодаря Димашу я стала терпимее относиться к некоторым направлениям в музыке, например, к рэпу. Ранее я вообще не воспринимала это музыкальное направление. Напоминаем, что соавторами трехтомника являются также Алиса Каплунова и Луч Света. Алиса живет в Австрии, а Луч Света живет в городе Семей. Но мы знакомы лишь по переписке, и более подробной информации я о них не знаю. У Луч Света я даже не знаю настоящего имени, только никнейм. Однако, это не мешает нам общаться и творить. У нас разные стили написания, разные взгляды, но нас объединяет одно – любовь к творчеству Димаша Кудайбергена. На вопрос, если вы когда-нибудь встретите Димаша, что вы сделаете? Юлия Селиванова ответила: было бы интересно просто поговорить. Думаю, мы бы нашли общие темы за чашечкой Димаш чая. Көрем деген үмітін бекерме, қайтсем де іздеп табайын.
Ай сәулесі болсаң сен егерде гүл бетін күте қараған жүрегімді жұбаныш тәттірек келесің төге бір бағым сол бір сәтке жетпейді сәттерек өзі де сұлап уақыт. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.